Всего одна тортилья, 3 рецепта за 10 минут в твоем аэрогриле. Тортилья, сыр и немного начинки, и все гениально просто. Мы приготовим пиццу, рулетики и конвертики. Идеальный быстрый перекус. Первый рецепт. Очень простая, быстрая, вкусная пицца в аэрогриле. Для этого рецепта нам понадобится 2 тортильи, у меня цельнозерновая. При желании можно использовать лаваш. Любые сосиски, помидоры черри, сыр, кетчуп или томатная паста и специя для пиццы или сушеные травы. Сосиски нарезаю на тонкие колечки, подойдет любая ветчина, колбаса или даже куриный рулет. Помидоры черри разрезаю на кружочки, можно использовать обычный помидор и нарезать его на тонкие кружочки. В аэрогриле выкладываю пергаментную форму, мне с ней удобнее готовить, но вы можете готовить без нее. Сразу выкладывайте тортилью в решетку. Смазываем немного кетчупом или томатной пастой. Мне в этом помогает силиконовая кисточка, она очень тоненько распределяет соус по тортилье. Сверху присыпаем специями, у меня сушеные травы с томатами, подойдет специя для пиццы или базилик и орегано. Сверху присыпаем немного сыром. Кладем вторую тортилью, также смазываем ее томатным соусом или кетчупом, добавляем специи и выкладываем любую начинку, которая у вас есть. У меня это детские сосиски из индейки, помидоры черри, нарезанные колечками, и сверху щедро присыпаем сыром. Все просто. Приготовление 5 минут. И ставим в аэрогриль на режим аэрогриль 180 градусов 7 минут. И вкусная, простая, быстрая пицца для вечеринки, для перекуса, на завтрак или на легкий ужин готова. Обязательно попробуйте такой простой рецепт, это очень просто приготовить. Нравится детям, это очень вкусно и легко. Всем приятного аппетита! Такая простая пицца подойдет для небольшой компании друзей на вечеринку. Идеальная закуска, если к вашему ребенку пришли гости. Дети такое блюдо очень-очень любят. Получается действительно очень вкусно и просто. Всем рекомендую приготовить. Второй рецепт также очень простая вкусная закуска. Мы приготовим треугольники или конвертики с помидором и сыром. В данном рецепте идеально использовать для начинки творог в брикете, но у меня, к сожалению, на момент съемки видео его не оказалось, поэтому использую крем-сыр. Но если у вас есть творог, будет просто идеально. Также можно использовать фета-сыр или брынзу, смешать со сметаной немного или с греческим йогуртом и использовать это как начинку для наших рулетиков. В начинку подойдет все что угодно, у меня это просто помидор, сыр и перо зеленого лука. Один помидор я мою и нарезаю на мелкий кубик. Также нарезаю мелко одно перо зеленого лука. Можно заменить на обычную петрушку или же добавить, например, свежий шпинат. В отдельную емкость прикладываем помидор, зеленый лук и натираем сыр. Мне нравится натирать на мелкой терке. Количество произвольное натирайте столько, сколько вам хочется. Добавляем немного соли, сушеный чеснок. Здесь подойдет обычный чеснок, натертый на терке или измельченный через чеснокодавку. Так как у меня не оказалось творога, я добавляю примерно 3-4 столовые ложки крем-сыра. Но в данной начинке идеально подойдет примерно пол-пачки творога, где-то 90-100 грамм. И творог более плотный, он не так сильно растечется, как, например, крем-сыр. Поэтому используйте его, если он у вас есть в холодильнике. Берем тортилью или лаваш, разрезаю тортилью пополам. С одного края выкладываю где-то 1-2 столовые ложки начинки и заворачиваю таким образом в треугольник. При желании можно не разрезать тортилью, как это сделала я, пополам. Вы можете разрезать, например, лаваш и завернуть в виде конвертика просто в прямоугольник или же в трубочку. Здесь полет вашей фантазии, вы можете закручивать так, как вы хотите, и делать начинку такую, какую вы хотите. Выкладываем треугольники в аэрогриль.
Ставим 180 градусов, режим аэрогриль 7 минут. И треугольники готовы. Они получаются очень хрустящие снаружи, сыр внутри расплавлен, получается нереально вкусно. Обязательно попробуйте приготовить. И последний, третий рецепт на сегодня, это опять вариация рецепта закуски на тортилье. Будем готовить рулетики с сосисками. Для рецепта понадобится все та же тортилья, как и для всех рецептов из данного видео: сосиски, кетчуп или томатная паста, сыр и любые специи. Натираем сыр. Количество произвольное, натирайте столько, сколько вам хочется. Берем тортилью, смазываем томатной пастой или кетчупом. У меня в данном случае именно томатная паста. Можно использовать как силиконовую кисточку, так и обычную ложку. Смазываем тонким слоем полностью всю тортилью. Добавляем любимые специи, хорошо подойдут специи для пиццы, или же просто добавьте орегано или базилик. Присыпаем немного сыром. И в отличие от пиццы мы не будем нарезать сосиски на кружочки, будем их складывать вот так с одного края и заворачивать их в рулетик. Смотрите, я заворачиваю сосиски в рулетик до конца. Как вы понимаете, тортилья у нас круглая и остается пустота с двух сторон. Я вот так докладываю третью сосиску в конце, и получается, что пустого места не остается. Вся эта трубочка заполнена сосисками. В стандартную такую большую тортилью помещается 3 маленьких сосиски. Я нарезаю эту трубочку на небольшие рулетики, выкладываю в аэрогриль на пергаментную бумагу. Можете использовать какую-то форму, которая у вас есть, жаропрочную. Сверху присыпаем оставшимся сыром. И ставим в аэрогриль на режим аэрогриль 180 градусов примерно 5-7 минут. Получается очень-очень вкусно. Обязательно берите на заметку такие простые и быстрые рецепты закусок. Как вы понимаете, такой рецепт нравится детям, поэтому вот на вечеринку детскую идеально такое приготовить. Ну и взрослым также такие закуски подойдут. Это та же пицца, только в другом виде. Всем приятного аппетита! Спасибо за внимание, за просмотр данного видео. Надеюсь, оно вам понравилось, и вы для себя подчеркнете новые идеи интересных, быстрых и вкусных закусок в аэрогриле за считанные минуты. Делитесь в комментариях, какой из рецептов вам понравился больше всего и что вы хотите приготовить в ближайшее время. А мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока, до скорых встреч!